Здравствуйте, друзья! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». Многие любят рыбные блюда. И минтай, пожалуй, один из самых популярных, доступных и нежирных видов морской рыбы. Его можно не только обжаривать в панировке и готовить в кляре, но и мариновать, тушить, запекать, использовать в качестве начинки для пирогов, готовить на гриле и подавать с различными соусами. У минтая белое, не костлявое мясо с приятным нейтральным вкусом, низкокалорийное. Оно идеально подходит как взрослым, так и детям. Сегодня покажу вам 3 рецепта, как из этой незаслуженно забытой рыбки приготовить по-домашнему вкусные и при этом совсем несложные блюда. Итак, давайте готовить. Рецепт первый. Нежная рыбка с овощами в сливочном соусе. 5-6 очищенных средних картофелин нарезаем поперек кружочками толщиной полсантиметра и обжариваем на растительном масле до полуготовности и появления золотистой корочки. Пока картофель обжаривается, нарезаем соломкой или полукольцами 2-3 луковицы. А 400 граммов шампиньонов ломтиками. Обжаренный картофель выкладываем на дно формы для запекания. В этой же сковороде обжариваем лук. И выкладываем его на картофель. Сверху лук с картофелем слегка присыпаем солью и перцем. Грибы обжариваем на сильном огне с малым количеством растительного масла до момента, пока вся жидкость испарится и грибы начнут румяниться. Вместо грибов можно использовать 2 кабачка, нарезанные кружочками, или 2 средние моркови, натертые на крупной терке. А пока грибы жарятся, подготовим рыбку. 2 тушки минтая я заранее почистила, удалила хвост, плавники и внутреннюю черную пленку. Вдоль по хребту срезаем филе с 2 сторон. Обжаренные грибы выкладываем в форму поверх лука. Филе рыбки нарезаем на кусочки. Выкладываем кожей на горячую сковородку и обжариваем на растительном масле до полуготовности с 2 сторон. Золотистую рыбку выкладываем в форму на овощи. Подготовим соус-заливку. В миску выливаем примерно пол-литра сливок любой жирности. Слегка присаливаем рыбу. И еще немного соли добавляем в соус. Кроме соли, рыбку и соус присыпаем черным перцем, у меня с ароматом лимона. Добавляем в сливки любую приправу для рыбы. В составе моей приправы, кроме ароматных овощей, зелени и пряностей, присутствует мука для загущения соуса. Поэтому обратите внимание на состав своей приправы и при необходимости добавьте в сливки ложку муки или крахмала. Все хорошо перемешиваем и заливаем этой смесью рыбу так, чтобы она хотя бы наполовину была покрыта соусом. При необходимости добавьте еще сливок. Отправляем форму в заранее разогретую духовку и запекаем при температуре 190-200 градусов в течение 30-35 минут. По готовности достаем рыбку из духовки, присыпаем свежей зеленью и можно подавать к столу. Нежная, вкусная, очень ароматная рыбка в сочетании с запеченными овощами и сливочным соусом – это что-то необыкновенное. Такое блюдо можно подать не только в виде сытного обеда для всей семьи, дружеского ужина, но и в качестве основного горячего на любой праздничный стол. Рецепт второй. Ароматное лимонно-чесночное филе.
Для начала приготовим соус-заливку. В миску вливаем 50 граммов растопленного сливочного масла. Оно должно быть горячим. 1 столовую ложку лимонного сока. Добавляем 2 столовые ложки измельченной зелени. У меня смесь укропа с петрушкой. Выдавливаем через пресс 2 зубчика чеснока. И по пол чайной ложки соли и черного молотого перца. Перемешиваем и пока отставляем в сторонку. С 2 подготовленных тушек минтая срезаем филе. Хребты можно использовать для приготовления рыбного бульона. В зависимости от размера филе разрезаем его на 2-3 части. Укладываем в форму или на противень. Заливаем сверху подготовленным ароматным соусом и отправляем запекаться в духовку при температуре 190-200 градусов до готовности и легкой золотистой корочки. Время запекания примерно 20-25 минут. Подавайте рыбку с вашим любимым гарниром – картофелем, рисом или овощами. Филе получается очень мягким, сочным, с приятным лимонно-чесночным вкусом и сливочным ароматом. Его, что называется, можно кушать губами. Рецепт 3. Запеченные рыбные котлетки с творогом. 500 граммов филе минтая без кожи и костей и 1 крупную луковицу пропускаем через мясорубку. В рыбный фарш добавляем 100 граммов творога, желательно не сильно кислого, 50-60 граммов сыра, натертого на мелкой терке, 1 столовую ложку свежей или замороженной мелко резаной зелени, 40 граммов мягкого сливочного масла. Вбиваем 1 яйцо, всыпаем пол чайной ложки соли, 1/3 чайной ложки черного молотого перца и щепотку мускатного ореха. Все хорошо вымешиваем. Если фарш получается слегка водянистым и нет возможности сформовать котлеты, добавьте в массу измельченные в муку овсяные хлопья или кусочек черствой булки, которую необходимо замочить в молоке или воде, а затем отжать, или измельченный отварной картофель. Мокрыми руками делим котлетную массу на 10-11 частей и придаем им овальную или круглую форму. Емкость для запекания щедро смазываем растительным маслом. Панируем будущие котлетки в сухарях и укладываем их в форму. Помимо панировочных сухарей можно использовать манку, пшеничную, овсяную, рисовую или гречневую муку, а также несладкие кукурузные хлопья, измельченные в мелкую крошку. Применяя различные варианты панировки, можно получить оригинальный и неповторимый вкус любимых котлет. Конечно, их можно обжарить на сковороде, а можно запечь. Отправляем котлеты в духовку, разогретую до температуры 180-190 градусов, и запекаем до образования красивой золотистой корочки. В зависимости от количества котлет, их размера, а также особенностей и температуры вашей духовки, на приготовление уходит 30-40 минут. Это отличное блюдо для повседневного стола. Оно богато белком, практически не содержит углеводов и прекрасно подходит для диабетиков или тех, кто не любит творог в чистом виде. Подаем их горячими, с любимым гарниром и наслаждаемся чудесным вкусом нежных, сочных и очень полезных рыбных котлет. Ароматные, румяные, с хрустящей корочкой. Все просто и по-домашнему вкусно.
Друзья, я показала вам 3 отличных и, на мой взгляд, несложных рецепта приготовления минтая. А в комментариях жду от вас отзывы, какой из этих рецептов вам больше понравился. И еще, напишите, пожалуйста, интересен ли вам такой формат, то есть несколько рецептов приготовления какого-либо продукта в рамках одного видео. Или лучше выпускать отдельные видео для каждого рецепта. Полные списки ингредиентов я, как всегда, оставлю в описании под видео. Готовьте с удовольствием. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравились эти рецепты, ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и делитесь видео с друзьями. На канале есть плейлист «Блюда из рыбы». Смотрите, выбирайте и готовьте во благо. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина и канал «Коллекция рецептов».